Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – как быстро запомнить много информации на работе. Когда приходишь на новую работу, после первого дня появляется дикая усталость от того, что слишком много новой информации нужно запомнить, и ощущение, будто голова вот-вот сейчас взорвется. Причем зачастую начальство считает, что в ней нет ничего сложного, а соответственно уверено, что вы запомните все буквально за один день. Можно ли это сделать действительно и что этому способствует, мы расскажем в нашем видео. Анализ информации. Итак, практически в любой работе есть информация, без которой человек даже не сможет ее выполнять. Она и называется важная или основная. А есть информация, которая является дополнительной, так называемые нюансы. Их знать, конечно же, нужно, но они встречаются гораздо реже. Поэтому поначалу особого внимания им не придают. Исходя из этого, вначале нужно определить, какая информация является главной, а какая второстепенной, и заняться непосредственно изучением основ новой деятельности. Подберите себе стиль. Также каждый человек индивидуален и уникален по-своему, начиная с выбора одежды и заканчивая предпочтениями в еде. Так и с изучением. Нужно подобрать свой стиль. Один человек легче усваивает информацию на слух, а второму нужно наглядное пособие. Вот и вам нужно определить, что вам больше подходит. Когда вам рассказывают по 20 раз вашу работу, когда вам показывают, что нужно будет делать, усаживая сразу за работу, например, за компьютер, и вы в ходе практики усваиваете нужную информацию. Когда вы, услышав информацию о работе, создаете себе подсказки на стикерах и крепите их на видное место, чтобы можно было время от времени подсматривать в них. Когда дают распечатанную инструкцию, и вы предварительно можете с ней ознакомиться, а только потом применять все полученные знания на практике. Новичок не приговор. Вам нужно свыкнуться с мыслью, что вы являетесь новичком, и ничего тут постыдного нет, и возраст тут ни при чем. Ни один человек в мире не может мгновенно запомнить много информации и применить ее сразу же на практике. Для этого нужно некоторое время, чтобы мозг освоился и адаптировался к новым условиям. Как только он сможет это сделать, вы это поймете, потому как ваши движения станут более уверенными, вы перестанете задумываться над каждым движением и спадет уровень тревожности. Ошибка – это часть обучения. Абсолютно все люди делают ошибки, и это нормально. Отнеситесь к этому как к неизбежному факту. Независимо от опыта, ошибки являются частью обучения, без них просто невозможно обойтись. К тому же лучше делать ошибки в самом начале. Они простительны и вас обязательно поправят, объяснят, что вы сделали не так и почему это произошло. Страх сделать что-то не так – это тоже нормально. Для этого на первых порах у вас и есть наставник. Его обязанности входят подготовить вас к работе, как самостоятельного сотрудника. И запомните, нет таких ошибок в работе, которые исправить нельзя. Поэтому выдохните и примите как данное. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Спешка хороша только при ловле блох. Скорость, которую требуют на первых порах наставники, это второстепенная задача. В любой работе для начала требуется запомнить, что и как делается, и только потом со временем при правильном выполнении работы появляется скорость, когда человек не задумывается над тем, что ему нужно сделать, что нажать, куда поставить, как сказать и так далее. Все действия доводятся до автоматизма, и, конечно же, вследствие появляется та самая скорость. А поначалу вам нужно только правильно выполнять свою работу, пускай медленно, зато с малым количеством ошибок, а впоследствии и вовсе без них. Не бойтесь показаться глупым. Если вы чувствуете, что вам что-то непонятно в работе, лучше задайте соответствующий вопрос. Не имеет значения, будет он глупым или умным. Вам непонятно? Спрашивайте. Лучше спросить и узнать, чем делать видимость, что все понятно, а потом наломать дров. Если вы на слух плохо запоминаете, то можете записывать, в конце концов вам работать. А значит, и вы выбираете для себя, какой способ для запоминания для вас удобнее. Повторение – мать учения. Чтобы запомнить информацию побыстрее, нужно проговорить ее сначала в своей голове, потом повторить вслух, и для закрепления, когда вы проговариваете, что вам нужно сделать, вы проделаете соответствующие действия.
Наш мозг устроен так, что он подчиняется только нашим командам. Поэтому, чтобы он запомнил быстро нужную вам информацию, вы проговариваете ее и повторяете действие за действием. Со стороны это выглядит так, будто вы комментируете свои действия. А мозг в это время записывает информацию на свою подкорку и потом сможет воспроизвести ее в нужный момент, как стих или же таблицу умножения. Даже если в какой-то момент вы остановитесь для того, чтобы вспомнить, что вам нужно сделать, ваш мозг и мышечная память продолжат выполнять правильные действия по инерции. Поэтому не бойтесь первое время говорить себе под нос. Это лишь способ для быстрого запоминания. А для лучшей усвояемости желательно изученный дневной материал повторить перед сном. Вот такие вот простые рекомендации, как быстро запомнить много новой информации на работе. Ну а с вами был канал PsiLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.